Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы решили проверить реакцию клещей на жидкий дым. В результате опытов с золой мы поняли, что клещам явно не нравится запах золы и запах костра. Это заставило нас предположить, что стоит проверить жидкий дым в качестве отпугивающего средства для клещей. Сейчас жидкий дым продается буквально в каждом продовольственном магазине и стоит сущие копейки. По сути, это вода, насыщенная дымом. Жидкий дым можно залить в распылитель и легко обработать любую одежду или туристические принадлежности, типа палаток, спальников и так далее. Немаловажное значение имеет и безопасность. Если жидкий дым разрешают добавлять в еду, то и пропитывать им одежду можно совершенно без опасений. Все это, однако, предположение, и настала пора проверить жидкий дым в действии на реальных, живых и голодных клещах. Итак, для эксперимента мы взяли несколько кусков ткани и нарисовали на них одинаковых размеров круги. Теперь остается нанести по периметру кругов жидкий дым при помощи кисточки. На первом образце мы нанесли концентрированный жидкий дым, а на втором образце разбавленный 1 к 10 частям жидкий дым. Все у нас готово. Теперь необходимо дождаться, когда жидкий дым высохнет, и можно будет в центр кругов начать высаживать клещей. Ждем. Ткань подсохла на солнце, и можно выпускать клеща в центр круга. Сразу после высадки клещ довольно быстро сделал подъем с переворотом и внезапно остановился. Он явно почувствовал запах дыма и сейчас решает, что ему делать. После короткого подтормаживания паразит начинает действовать и довольно быстро бросается бежать в левый сектор круга. Однако, как только он дошел до обработанного жидким дымом участка ткани, то тут же остановился. Он решает найти в кругу лазейку. При этом хорошо видно, что клещ постоянно своими передними лапками щупает ткань и пытается найти необработанный участок. К счастью, ему это не удается. Паразит начинает бегать по кругу и не может найти выход. Этот момент наглядно говорит о том, что даже в высохшем виде жидкий дым отлично работает. Интересно, найдет ли клещ выход? Сможет ли он разорвать круг и выбраться на свободу? Вообще, реакция клеща на копеечный жидкий дым из продовольственного магазина нас реально порадовала. Стало понятно, что теперь, пока еще вероятно, одежду можно обрабатывать не только потенциально опасной для здоровья человека химией на основе альфа-циперметринов и пирметринов, но и безвредной пищевой добавкой. Что можно комбинировать обработку одежды, что можно безопасно обрабатывать палатки, спальники, подушки, рюкзаки. Понятно, что жидкий дым клеща не убивает, но ведь отпугивает паразитов он очень эффективно. Все эти мысли, конечно, еще нужно подтвердить следующими экспериментами, но перспектива-то очень интересная. Продолжаем следить за подопытным клещом. Через 2 минуты 10 секунд клещ, разогнавшись заранее и буквально не дыша, все-таки на скорости сходу проскакивает участок ткани, обработанный жидким дымом. Ну что, жидкий дым нас весьма порадовал. Работает эта штука. И притом довольно неплохо. Высаживаем в центр круга второго клеща. Нужно провести несколько экспериментов, чтобы получить объективные данные. Итак, второй клещ действует точно так же, как и первый. Он начинает бегать по кругу и нащупывать передними лапками безопасный выход. Надо сказать, что нас это действие сильно завело, появился азарт, пошли ставки, как на тотализаторе, и мы даже решили для живости вставить комментарии, которыми Дмитрий сопровождал все действия клеща. А вот сюда сейчас разгону в единичку. Да, блин, давай еще нажми. Нет, здесь жирновато.
Ну вот сейчас, разгоняйся. У тебя есть шанс. Набирай скорость, инерция возьмет свою. Давай, инерция. Клещ продолжает бегать по кругу и искать выход. Самое интересное, что второй клещ каким-то удивительным образом нашел точно тот же выход, что и первый. Видимо, в этом месте мы плохо промазали жидким дымом участок ткани. Во втором эксперименте клещ вырвался из круга за 1 минуту 10 секунд. А теперь проверим действие концентрированного жидкого дыма через 4 часа. Ну что можно сказать? Жидкий дым продолжает действовать. Клещ бегает по кругу и опять ищет выход. Паразиту явно не нравится запах дыма. Через 1 минуту 20 секунд клещ все-таки выбирается. Высаживаем еще одного клеща. Засекаем время. Почему-то вместо того, чтобы сразу начать бежать, клещ останавливается и как бы задумывается, что ему делать. Наверняка он уже почуял со всех сторон запах дыма и просто не может решить, в какую сторону ему начать двигаться. В этот раз для выхода из круга клещу понадобилось чуть меньше минуты. Налицо незначительное ослабление действия жидкого дыма. С другой стороны, даже через 4 часа после опрыскивания жидкий дым продолжает отпугивать клещей. Теперь проверяем работу разбавленного жидкого дыма. Клещ после высадки разгоняется и сразу без остановки разрывает обработанный круг. На это паразиту понадобилось меньше 10 секунд. Повторяем эксперимент. И в этом случае клещ без проблем выбирается из круга. Разбавленный жидкий дым не работает. В самом конце эксперимента помещаем сразу 3 клеща в круг, который по периметру посыпан золой. Паразиты без проблем сходу минуют круг из золы. Это говорит о том, что запах концентрированного жидкого дыма сильнее воздействует на клещей, чем свежая зола. Какие можно сделать выводы? Первое. Клещей хорошо отпугивает высохший концентрированный жидкий дым. Второе. Действие жидкого дыма на клещей продолжается не менее 4 часов после обработки одежды. Третье. Жидкий дым клещей не убивает, а только отпугивает. Четвертое. Жидкий дым желательно использовать совместно с препаратами, которые клещей убивают. Пятое. Концентрированным жидким дымом возможно обрабатывать открытые участки тела. И шестое. Разбавленный водой жидкий дым клещей практически не отпугивает. До новых встреч, друзья!